Чемпионат мира – праздник футбола, за которым следят миллионы болельщиков. И важной частью этого события всегда была форма. Какие-то комплекты врезаются в память благодаря крутому дизайну, другие запоминаются на фоне громких побед. А третьи вовсе становятся музейными артефактами. В этом году на аукционе Sotheby's за $9,3 миллиона продали футболку Диего Марадоны, в которой он забил гол рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира 86. Да-да, та самая рука бога. В этом выпуске вспомним 7 лучших форм в истории чемпионатов мира. Рейтинг будет не в порядке от худшей к лучшей. Места выберете вы в голосовании в Телеграме, но переходите туда только после просмотра этого ролика. Ну и сразу оговоримся, на что будет сбалансировано, без перегибов в сторону грандов. У нас выйдет смесь стиля, культуры, экзотики и парочки мегапопулярных форм, которые вы и так знаете. Будет интересно. Начнем с экзотики. Вы когда-нибудь слышали про сборную Заира? А то, что она участвовала в чемпионате мира. Ну так вот, Заир – это Демократическая Республика Конго. В 1971 году ДР Конго по приказу диктатора Мабуту Сесе Секо переименовали в Заир. Мабуту, кстати, уважал футбол. В середине 60-х он захватил власть в стране и, как многие африканские диктаторы, был очень экстравагантным. При Сесе Секо в Заире был лютый культ личности. Его называли вождем нации, а портреты висели в домах и на улицах. Вождь очень нестандартно одевался. Носил массивные очки в роговой оправе и очень много леопардовых вещей. Шапочку, кажется, вообще не снимал. Пропаганда распространяла легенду, согласно которой Мабуту в детстве встретил леопарда около родной деревни и победил его в бою, получив силу зверя. Любовь к леопардам была настолько огромной, что пришлось сменить даже прозвище сборной Заира. Львы стали леопардами. Так и родилась форма команды на чемпионат мира. Зеленые футболки, отделка в цветах флага, по центру круг, надпись «Леопарды» и изображение зверя. Внизу за пределами круга написано «Заир». Форма африканцев стерла вообще все рамки. В 70-е комплекты были минималистичные, одноцветные и без лишних узоров. Даже сейчас есть жесткие стандарты, и вряд ли кому-то разрешат написать на форме свое прозвище или нарисовать голову леопарда. Игра Заира на чем? Вообще отдельная история. Мабуту рассчитывал на достойное выступление, но реальность оказалась жестокой. Заир попал в группу к Бразилии, Шотландии и Югославии. Шотландцам в первом туре проиграли 0-2, а вот Югославия натурально унизила африканцев, вколотив 9 безответных голов. После матча игроков закрыли в отеле и сказали, что если они пропустят более 4 от Бразилии, то домой могут не возвращаться. Видимо, парни очень старались, поэтому проиграли всего со счетом 0-3. Болельщики постарше наверняка видели эпичный момент того матча, когда игроки Заира не понимали, как им стоять в стенке при штрафном. Возможно, проиграв не слишком крупно, футболисты сохранили себе жизнь, но на родине их все равно считали позорниками. В аэропорту игроков никто не встречал и денег, естественно, тоже не заплатили. Вряд ли еще когда-нибудь на чемпионате мира будет сборная вроде Заира, да еще и с такой причудливой формой. До чемпионата мира 98 года о Хорватии знали только 4% мира, а сейчас 45%. Это невероятно. Так говорил легендарный хорватский форвард Давор Шукер. И правда, Хорватия сотворила сенсацию на Мундиале, разгромив немцев в четвертьфинале со счетом 3-0 и взяв бронзу. При этом ЧЕМ-98 стал первым для Хорватии, которая только в начале 90-х отделилась от Югославии и стала независимой. Играли хорваты тогда в белой футболке с культовым, слегка волнистым шашечным узором. Дизайн формы разрабатывал художник-авангардист Мирослав Шутей. Когда Хорватия стала независимой, ему поручили придумать герб, банкноты и даже футбольную форму. Хорватская шашечка появилась очень давно. Она есть на актуальном гербе страны. 25 красных и белых квадратов. Красно-белый шахматный щит, который до сих пор украшает футболку сборной, родился еще в XI веке, во времена королевства хорватского. По легендам, местный король Држеслав как-то попал в плен, и там ему сказали, что освободят, если он выиграет 3 шахматные партии. Држеслав победил, и его отпустили. Так на гербе королевства появилась шахматная доска. Сборная Хорватии имеет самую запоминающуюся и уникальную форму, по которой ее сложно спутать с какой-либо еще другой сборной. Сейчас продолжим, но перед этим напомню о нашем большом конкурсе, в котором вы можете выиграть 30 крутейших призов, среди которых iPhone, наушники, приставка, куча бутс, мечей и футболки с автографом. Условия простые. Подписаться на телеграм-каналы 3 ведущих Мяч Лаб и Мяч Продакшн. На мой, Санин и Васанта. Подробные условия найдете по ссылке в описании. Итоги подведем через несколько дней после чемпионата мира. Всем удачи! А теперь продолжаем.
Джинсовый комплект сборной США 1994 года, в котором команда играла на Мундиале, редкий и уважаемый комплект среди коллекционеров. Честно говоря, эта форма штатов до сих пор вызывает бурную реакцию. Кто-то ее включает в топ лучших комплектов, а кто-то в топ худших. Но как можно назвать худшей кипу, которая стала символом подъема американского футбола? Чемпионат мира 94 проходил в Штатах, и хоть наш любимый спорт в стране был не на самом высоком уровне, МЛС тогда только-только зарождалась, сборная не облажалась. Смогла выйти из группы и в 1/8 финала минимально проиграла Бразилии, будущему чемпиону. Да и сам дизайн комплекта можно назвать весьма бодрым для середины 90-х. Непропорциональные звезды — отсылка к флагу, а закос под джинсу, возможно, дань условному Левайсу и Штатам, как джинсовому центру мира. И это не первое заигрывание с данным материалом. Взять тот же теннис. На US Open 88 Агаси сыграл в мини-шортах из вареного денима. Тогда все газеты гудели из-за этого. Но в любом случае, феномен формы США 94 в том, что она вызывает эмоции даже сейчас. Американский журнал Slate так описывал джинсовую футболку. Она выглядит так, будто ее придумал обкуренный подросток в пейнте. Внутри команды тоже по-разному оценивали комплект. Хавбек Такрамас говорил, что они похожи на ковбоев. Защитнику Полу Кали Джиури форма напоминала костюм клоуна. А лохматый и играющий на гитаре центральный защитник Алекси Лалас думал, что команду разыграли. Я бы соврал, если бы сказал, что люди не искали скрытую камеру. А бывший босс Adidas в США Питер Мур считал, что шум вокруг формы — это круто. Если вы вызываете бурную реакцию, это хорошо. Если люди злятся, это значит, что они хотя бы обращают внимание. Форма Нигерии стала хитом на чемпионате мира 2018. Помимо стильного узора и крутого сочетания цветов, был очень мощный культурный пласт. И тут надо отметить работу дизайнеров Nike. Они смогли максимально ярко визуализировать современную культуру Нигерии. Весной, за несколько месяцев до чемпионата мира, Нигерия и Nike выкатили целую коллекцию под названием Найджа. И, конечно же, форму, на которую в считанные часы поступило 3 миллиона предзаказов. Коллекцию одежды неспроста назвали Найджа. Этот термин использует продвинутая местная молодежь, чтобы дистанцироваться от прежних поколений. Ведь молодые нигерийцы совсем другие. Любят стильную одежду, много путешествуют, получают хорошее образование и по-другому смотрят на жизнь. Чтобы доказать это, к промо-формы привлекли тех самых молодых нигерийцев. Рэперов Вискид и Нотис, фотографа Егази Эмизи, молодых игроков сборной Алекса Ивоби, Келечи Ихиначи и Вилфрида Ндиди. А концерты в форме Нигерии давал мега популярный нигерийский рэпер Скепта. Второй момент. Nike очень ответственно подошел к созданию формы. Босс футбольного дизайна компании Дэн Фарн до продумывания эскизов узнал, чем живут игроки сборной Нигерии, что слушают, какую одежду носят, как смотрят на жизнь. Получилось очень круто. Точно, одна из лучших форм в истории чемпионатов мира. Летом 90-го года сборная ФРГ выиграла чемпионат мира в форме с немецким флагом, который в итоге стала культовой. В октябре того же года случилось объединение Германии. ГДР вошла в состав ФРГ. Сейчас все эти события трудно связать, но на самом деле эта футболка в цветах немецкого флага больше, чем просто форма. Если глянуть на комплекты ФРГ до 88 года, то получается весьма унылая история. Команда играла в какой-то максимально простенькой и блеклой форме. В целом, этому есть логичное объяснение. После войны никто не хотел особо сверкать немецким флагом и привлекать лишнее внимание, но в конце 80-х сын основателя Adidas и тогдашний босс компании Хорст Даслер решил, что больше не надо стесняться, и поручил разместить геометрические узоры в цветах флага на видном месте. Мы обсуждали идею в нашей маленькой творческой команде, и тогда стало очевидно, что нужно использовать цвета Германии для идентификации игроков и для того, чтобы дать символ немецким болельщикам. Кроме того, три цвета флага создавали сильный контраст друг с другом, что было очень характерно для духа того периода. Сама графика — это гораздо больше, чем три цвета. Мы пытались сделать дизайн сильным воздействием и высоким эффектом узнаваемости, поэтому он стал очень линейным и геометричным, с динамичными линиями, которые передают большие амбиции. Вспоминает дизайнер Инна Францман, работавшая над формой ФРГ. Газеты поначалу критично относились к футболке из-за цветов немецкого флага, но в итоге эта форма стала первой, в которой выступила воссоединенная сборная Германии после падения Берлинской стены. Сборная Мексики в 1998 году разорвала все шаблоны своей необычной формой с паттерном, вдохновленным солнечным камнем ацтеков. Три комплекта сделал и придумал мексиканский бренд Ava Sport.
Сейчас кипой Мексики никого не удивить, но тогда это был разрыв. В 90-е никто не решался на такое безумие, как паттерн, да еще и вдохновленной культурой на всю футболку. Другие сборные максимум экспериментировали с цветами, фактурой и узорами. Футболка пользуется спросом и сейчас. К примеру, в 2021 году Аба Спорт перевыпустила легендарную майку, и весь тираж мгновенно разлетелся. Синяя форма сборной Франции с горизонтальными полосками, в которой команда выиграла домашний мундиаль в 98 году, мега культовая. Простой и приятный дизайн, память о легендах вроде Дешама и Зидана, гонявших в этой футболке. Ну и феноменальное наследие. Вы же помните, в какой майке гонял за рулем своего Peugeot водитель Даниэль из фильма «Такси». Модный футбольный бренд Foco Aela в 2019 году делал ремейк легендарной футболки, добавив туда узоры с цветами. Да и сборная Франции не забывает о своей истории. На Евро 2020 она играла в форме, вдохновленной той, что была в 98 году. Яркая фишка творения Adidas, одна красная и 3 белых горизонтальных полосы. Так все просто, но ни с какой другой формой эту не перепутаешь. И, кстати, зацените необычное расположение патча мундиаля. Справа на груди. Сейчас их размещают на рукавах. Ну и в качестве бонуса вспомним еще несколько необычных интересных комплектов, заигранных на мундиалях. Выездная форма нигерийцев на чемпионате мира 1994 года напоминала пижаму с узором в виде долларов. Африканским модникам по стилю этот шмот подходил идеально. Выглядели как рэперы. Еще бы золотую цепь и вообще огонь. Сборная Камеруна на ЧМ 2002 в Японии и Корее должна была играть в безрукавках, но FIFA влепила бант той форме и обязала команду пришить рукава. Благодаря этому кастому кипа получилась очень нестандартной. Сборная Дании в 1986 году получила от Хумель 2 смелых, можно сказать, вырвиглазных комплекта. Их фишкой являются тонкие полоски спереди и на левом рукаве. Впоследствии бренд вдохновлялся этим дизайном при выпуске более современной формы для датчан. Если вы хотите узнать, как должна выглядеть идеальная кипа в минималистичном стиле, то вот, смотрите. Это форма сборной Новой Зеландии на чемпионате мира 2010. Ничего лишнего. Черная основа и белые детали. И лого Федерации смотрится бомбически. А комплект сборной Франции на мундиале 1978 года, в котором команда вышла на матч против Венгрии, навсегда войдет в историю. Честно говоря, сложно поверить, что такое когда-либо может повториться. Цвета команд пересеклись, и французы, несмотря на то, что в протоколе указаны как хозяева, пошли на компромисс. На турнир трехцветный не стали заказывать гостевую кипу и одолжили на эту игру футболки у местной команды Атлетико Кимберли. Мундиаль проходил в Аргентине. Это единственный случай, когда на матч чемпионата мира сборная вышла в экипировке футбольного клуба. Майки оказались фартовыми. Франция победила 3-1. И на том же мундиале 1978 года сборная Мексики играла в комплектах от бренда Levi's, того самого, который производит джинсы. Зацените, как круто в ней смотрелись колоритные мексиканские футболисты. Настоящий рок-н-ролл. Ну что, понравилось? Теперь пришло время выбрать действительно самую лучшую форму в истории чемпионатов мира. Залетайте к нам в телегу и голосуйте. Также напоминаю про конкурс 30 призов, которые уйдут вам. Если не видели наши остальные ролики про чемпионаты мира, обязательно сделайте это. Найдете их тут, тут и тут. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Цените красоту.